Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Остались ли у нее к вам чувства? А вдруг еще какая-то крупица чувств осталась? Как всегда, настраивайтесь на расклад, загадывайте женщину. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что происходит в вашей жизни. Что же вы за человек? Так, какие у вас энергии преобладают? Вот знаете, очень, очень четко просматривается ваша ностальгия о прошлом. Вот что бы вы мне ни говорили, да, вот многие в комментариях, допустим, пишут, бывшая, не дай бог, там, не хочу, не буду и все такое. Но вот если копнуть поглубже, то я думаю, у многих из вас, конечно же, не у всех, потому что это общий расклад. Вот есть, ну, какая-то хотя бы крупица ностальгии, каких-то воспоминаний, да, вот вы живете все равно еще больше прошлым. Вы не можете избавиться. У кого-то это как наваждение, да, у кого-то больше, у кого-то меньше этих воспоминаний, этих переживаний. Кто-то сам себе мозг выносит, вспоминает, как это было все хорошо. Тем более, я как психолог, я вам не советую вообще заниматься вот таким самоедством, если вы решили поменять жизнь, допустим, да, уже нацелены на жизнь без этой женщины, как бы вам тяжело не было. Если вы планируете на перспективу новые отношения строить, новую семью, не нужно, ну не нужно вот ворошить прошлое, не нужно стараться вспоминать почаще, пересматривать фотографии, переписки и вообще все, что связано с прежними отношениями. Я вам скажу так, это, ну, сродни зависимости. Чем больше вы думаете о человеке, даже если этот человек в прошлом, тем больше вы подсаживаетесь на этого человека. Вы как будто заново влюбляетесь, понимаете? То есть я очень вам не рекомендую такое делать, если вы хотите уже забыть и избавиться. Даже вот если появилась такая мысль какая-то о бывшей, да, воспоминания там какие-то, еще что-то, что с ней связано, сознательно, усилием воли, да, вот через силу берете и переключаете свои мысли на что-то другое. Начинаете, ну, вплоть до того, что заниматься каким-то делом, каким вы даже не планировали заниматься, вот здесь и сейчас. Вы переключаетесь, иначе вы будете очень долго переходить в другой вот ваш жизненный этап, к другим отношениям вы еще вообще долго не перейдете. Потому что ваша зависимость, она, ну, как сродни вот вредным привычкам, которые есть у некоторых людей. Точно так у вас зависимость только от прошлого, от бывшей женщины, да, когда люди сами себе мозг выносят, сами себя накручивают. А вот если бы я вот так сделал, а как бы было, если бы вот так, а может быть где-то и я что-то не так. Ну, в общем, вариантов может быть миллион. Очень четко вы ждете, вы даже знаете, вот в глубине души вы как будто надеетесь, что она вот появится. Вам бы хотелось, чтобы она появилась, либо же покаялась. Вот она как была, так и остается вашим центром Вселенной. У кого-то в большей мере, у кого-то в меньшей. Но это однозначно. Вот я не вижу на данный момент, что вы смотрите в будущее. Да, вы можете хотеть, но это всего лишь хотелки. Вы можете мечтать о новой жизни, да, но тем не менее вы еще не готовы к новой жизни. Вот внутренне вы не готовы. Я уже вообще не говорю, чтобы вы искали кого-то. Абсолютно нет. Вот чисто живете прошлым. Одни люди вот живут как-то надеждой, да, вот бывает. Вы же живете прошлым. Это не очень хорошо, я вам скажу. Я вам не советую так делать. Далее. Правильно, и это прошлое, смотрите, оно настолько вас угнетает еще. Вот очень четко посмотрите, что у нас творится. Некоторые из вас все-таки, как я и говорила, да, надеются, что вот она появится, что как бы покается, да, позвонит, напишет, приедет. Вот все равно вы надеетесь на какое-то примирение. Я еще раз делаю акцент, что не все из вас, понятно, что резонировать со всеми на 100% не может, это общий расклад.
Но, тем не менее, надежда на какое-то примирение, по крайней мере, на ее шаг в вашу сторону у вас есть. И то, что случилось в вашей жизни, доставляет вам, конечно же, невыносимую боль, печаль, и ни о каких новых отношениях на данный этап. Вот я, ну, не вижу абсолютно. Так, смотрим дальше. Какая же женщина пришла к нам на расклад, да, о которой мы будем смотреть, остались ли у нее чувства? Итак, какая женщина пришла? Так. Вот она, знаете, женщина, которая довольно сильная духом, в принципе. Она сильный соперник. Вот если вы сейчас с ней в таких вот в контрах находитесь, ругаетесь, бодаетесь, допустим. Она довольно сильная, она волевая, она четко идет к тому, что она хочет. Она очень активная. Женщина, которая всегда в своей жизни ищет выгоду. Она будет там и с теми, где ей выгодно. Она никогда не будет жить с мужчиной, с которым ей вот на данном жизненном этапе ей невыгодно. Либо же она, допустим, знакомится с людьми, это касается и дружбы, и вообще всяких разных вот ее знакомств, каких-то взаимоотношений по жизни. Она всегда везде ищет выгоду. Причем внешне она может, знаете, такой не казаться. Вот на первый взгляд она может быть очень симпатичная, милая женщина, да, вот, допустим, с такой женщиной обычно, когда вот при первом знакомстве, да, складывается впечатление, что она такая вся хорошая, белая, пушистая. Я думаю, у вас тоже, когда вот начинались ваши отношения, у вас тоже было совершенно другое мнение по поводу нее. Но когда вы уже чуть побольше ее узнали, да, побыли в отношениях, либо пожили с ней, ваше мнение кардинально о ней поменялось. То есть она может такой добрячкой казаться. Вот она настолько хорошая актриса. Вот особенно если ей что-то нужно, она одевает маску настолько такая вот белая пушистая, настолько покладистая, добродушная, миролюбивая и все такое. Но это опять же, это всего лишь ее маска. Человек довольно непростой, человек довольно расчетливый, все четко продумывает, каждый свой шаг она продумывает. Если замуж выходить, она это продумает, она просчитает чуть ли не на 10 лет вперед, выгоден он ей, не выгоден этот мужчина, да. Если заводить знакомство с кем-то, там где угодно, больница, магазин, еще какие-то организации, она это все продумает 100 раз, насколько ей тот или иной человек выгоден. Так, давайте-ка посмотрим в 2 словах, что происходит в ее личной жизни, просто ради интереса. Так. Знаете, у нее мужчины не задерживаются. Вот я не могу сказать, что она осталась, вот допустим, с вами рассталась, что она осталась вот с одним мужчиной в одних отношениях. Нет. Она как-то, вот знаете, ну так, как я и говорила, вот выгода определенная заканчивается, и она расстается с мужчиной. То есть у нее то есть, то нету. Потом снова она знакомится, снова какая-то выгода закончилась, да, и через определенный период она с мужчиной расстается. Человек очень четко использует людей, очень четко настроен на выгоду. Поэтому, ребята, если вы потеряли такую женщину, перекреститесь и живите дальше. Так, далее. Смотрим, как же она к вам на сегодняшний день относится. Есть ли у нее чувства к вам? Я, конечно, очень сомневаюсь. Ну, а вдруг случаются иногда чудеса? Так, как же она к вам относится? Да, вы сейчас на расстоянии. Никакой любовью здесь не пахнет, даже не мечтайте. Я вам скажу больше. У нее холод и агрессия осталась к вам, злость, какие-то незавершенные дела могут проигрываться, допустим, там еще судебные тяжбы, дележка имущества, там машины, квартиры, денег и так далее. Ну, то есть определенной стабильности между вами нет. Она пытается эту стабильность как-то выбить, да, может быть. Она пытается стабильность для себя выбить, стабильность, обеспечение, да, вот деньги, она пытается вот урвать у вас, либо же у кого-то уже она
могла выбить определенную сумму, либо же суд выиграть, допустим, там на дележке имущества. Причем женщина, она полагала, что вы ее судьбоносный мужчина. Вот когда-то она считала вас судьбоносным, да? Но это было недолго. Она думала, знаете, в каком плане? Не потому, что вот вы судьбоносный мужчина с безумной любовью, вот у вас такая безумная взаимная любовь. Нет, она думала, что вот она схватила вот Бога за бороду, как говорят, да? Что вот такой товарищ, за которым можно быть как за каменной стеной, да, вы ее привлекли довольно сильно, да, у каждого это будет по-своему проигрываться, кто-то материальным привлек, кто-то внешностью, кто-то интимом и так далее, у каждого по-своему. Но вот она думает, что вот она такой лакомый кусочек схватила, и она будет всю жизнь вот жить по расчету с этим, ну, как бы лакомым кусочком, да, и будет постоянно в шоколаде. Но она немного просчиталась. Ее планы нарушились, что-то пошло не так. Но мы сейчас не будем рассматривать, что именно между вами не так пошло. Да, у нас расклад немного о другом. То есть, смотрите, дама, которая абсолютно... Ну, у меня такое ощущение, знаете, что она любить и не умеет. Вот она умеет включать артистизм какой-то, когда ей нужно. Вот когда ей нужно притвориться, чтобы, допустим, деньги получить, какие-то подарки, чтобы ее хотелки удовлетворились. Вот тогда, да, вот тогда она и позвонит, она и напишет, даже если вы в ссоре. Вот она притворится такой бедной овечкой. Она даже сделает шаг какой-то первый навстречу, но это будет очень лживый шаг, просто в ее корыстных целях. Она прекрасно знает, что вы человек, который впахиваете на работе, вы зарабатываете, умеете зарабатывать. Но она этим, ну чисто пользовалась всю жизнь, да, говорю неприятные вещи, но тем не менее это факт. Говорить о том, что у нее что-то к вам осталось, абсолютно, абсолютно. Чем человек живет, чем дышит. Вот мечтаниями, расчетами, просчетами. Она строит себе очень много воздушных замков. Она любительница помечтать, но ей постоянно нужен рядом волшебник, который будет воплощать все эти ее мечты в реальность. Человек, который, знаете, вот она как будто планирует себе вот на какой-то этап, да, вот, допустим, за ближайший год я хочу, чтобы у меня было то-то, то-то и то-то, да. Но за счет других она это обычно и получает по жизни. Возможно, вы что-то там ее хотелки, я не знаю, там удовлетворяли, вот то, что она хотела, да, вы старались ей это дать. Вот она запланировала, допустим, на Мальдивы слетать на следующее лето. Вы это, грубо говоря, обеспечили. Ну, пусть не Мальдивы, ну, пусть еще что-то. Это я, ну, приблизительный, да, я утрирую, ну, пример такой привела. Она захотела, вот шубу хочу, да, на праздник. И вы стараетесь и лезете из кожи вон, чтобы это сделать. То есть, ну, в некоторой степени вы ее избаловали. Говорить о том, что она мечтает помириться, абсолютно нет. Абсолютно. Поэтому, если кто-то надеется, если кто-то из вас еще мечтает о том, что вот, а вдруг она раскается, а вдруг она придет, а вдруг мы склеим эту разбитую чашку. Да нет, ребята, но не будет этого. Даже намека нет. Это человек, который рожден быть всегда везде прав. Она всегда победительница. Она должна выйти сухой из воды. Она ни с кем и ни с чем не считается. Вот она четко идет к своей цели, и любовь здесь ей даже помеха будет, я вам скажу. Да, роль она сыграет, она умеет играть любящую женщину, но опять же, если это ей нужно, если это в ее интересах. Вот она видит, допустим, обеспеченный мужчина. Конечно, она включит такую великую актрису и будет показывать, как она безумно его любит. Но это опять же ненадолго, потому что рано или поздно ее истинное лицо все равно вылезет наружу. И это все равно рано или поздно мужчины будут раскусывать. И я не вижу, чтобы она была и дальше в жизни счастлива, вот именно в личной жизни. Ну, как-то люди, ну, сторонятся ее, что ли. Вот, ну, просчитывают ее мужчины, да, потому что, как я уже не раз говорила, что мужчины, которые хоть немного имеют опыта с женщинами, тем более мужчины, которые уже среднего возраста и старше,
Ну, просто на раз-два щелкает этих вот женщин, вот таких корыстных, которые пытаются, ну, как бы стелиться, да, грубо говоря, перед мужчинами ради каких-то своих целей. Ну, просчитывает, это настолько видно. Некоторые просто женщины этого не понимают. Они думают, что вот они включили дурочку, но все равно это в каких-то моментах проскальзывает. Видно, это притворство. И поэтому, ребята, даже кто вот надеется, еще какая-то доля надежды есть, что вот она думается, вернется, покается, но не теряйте зря время, не живите прошлым. Всегда нужно смотреть будущее с надеждой. И тогда сама Вселенная услышит вас и пошлет вам именно ту женщину, которую вы заслужили, и ту, которую вы давно ждете. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!